Hello, beautifuls, вы на канале Twinkie Dogs. Я немного или не немного припозднилась в этот раз и задержала новости из гейм-индустрии, но вот он новый выпуск, и не будем долго тянуть, сразу поговорим про главные анонсы и трейлеры. И нет, это не настоящая царапина, если что, мне просто понравилось. Совсем недавно, ночью 13 числа, прошла большая церемония, большая презентация от Sony State of Play, где показали несколько громких анонсиков, которые мы с вами посмотрим. Так, например, уже известная по своему Pixar стилю экшен-адвенчура облегченный Souls-like Kena Bridge of Spirits получит новую часть Kena Scars of Cosmora, которая станет прямым продолжением первой. Судя по трейлеру, Кена несколько повзрослела, стала опытнее в своем деле, и кажется, что приключения в этот раз будут немного более мрачные. Сюжет отправит нас на некий остров, где девушка сломает посох, и за этот счет появятся новые механики. Что-то типа владения стихиями. Также нас ожидают новые помощницы и компаньоны. Релиз обещают в этом году на ПК и PlayStation 5. Я лично могу сказать от себя, что когда играла в первую часть, то увидела как плюсы, так и минусы в игре. Для меня лично не было вау-эффекта от сюжета, хотя он был довольно неплох, на один раз точно вполне себе. Плюс у меня были некоторые странные баги, но в целом на это раз на раз, скажем так, не приходится. А вообще для тех, кому интересно попробовать около Souls-like, то вот с Кены, наверное, неплохой вариант начать, потому что она довольно лайтовая и еще завораживает своей красочностью и даже несколько милым миром. Новый, четвертый по счету трейлер получила Resident Evil Requiem. Там у нас происходят разговоры, файтушки, баюшки и убегашки от монстров. Также там показали разрушенный полицейский участок с второго резика и, кто не хочет спойлер, закройте ушки, раз, два, три. И Леончик, как многие подозревали, заражен. Спойлер окончен. Все так же игра выйдет совсем скоро, 27 числа на ПК, PlayStation 5 и Xbox. Также новый трейлер получила Control Resonant. В нем показали в большей части геймплей, там были разные механики, враги, босс-файты, виды Манхэттена. Из примечательного игры с гравитацией в ней мне понравились больше всего. Релиз запланирован на 2026 год на ПК, PlayStation 5 и Xbox. Там же нам показали готический экшен под названием Crimson Moon, и там мы будем играть вроде как за Нефилима, мифическое существо типа полуангела, и освобождать город от нечисти. Мне по трейлеру слегка напоминает Doom Dark Age с моментами, и также, судя по тому же трейлеру, в игре будет не только сольный, но и кооп режим. Релиз в этом году на ПК, PS5 и Xbox. Action Beast of Reincarnation получил новый трейлер тоже. Собственно, это ролевой экшен от студии Game Freak, известный по покемонам. Действия будут в мрачной Японии, и главная героиня Эмма будет иметь способность управлять растениями. У нее, кстати, есть классная катана и классный спутник, то ли большой волк, то ли пес. Я показала его вам больше для ознакомления, девочки, потому что будто выглядит не совсем плохо, даже несколько мило, но... Я сама очень настороженно отношусь к азиатским играм, думаю, вы сами понимаете почему, и в этот раз тоже не могу не высказать опасения. Ни первый, ни последний раз нам могут показать трейлер, где вполне себе не совсем плохая ГГ, но часто в самой игре вставляют всякие кринжовые вещи, и потом ты сидишь и не понимаешь, почему изначально не знала, что игра не для тебя и для другой аудитории. Плюс лицо девочки, а я полагаю ей лет 18 или около того, очень-очень сильно напомнило мне лицо ГГхи из «Прости, богиня» Stellar Blade. Так что тут уж сами думайте, решайте. Выйдет она летом этого года на ПК, PlayStation 5 и Xbox. Далее нам показали трейлер с гонками, и удивительные вещи, не сказать, что я уж очень люблю гонки, отнюдь, но вот это может очень даже заинтересовать кого-то из вас, потому что гонки эти у нас по вселенной Звездных войн. Star Wars Galactic Racer называется игра, и в ней будут разные локации, кастомизация транспорта, вроде как даже некоторый сюжет, плюс разные режимы, включая кооперативный, в котором будет до 12 человек. Выйдет она в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox. В каком-то из прошлых выпусков игровых новостей я уже упоминала ее, и наконец вышел полный трейлер к новой Silent Hill Townfall. Первым делом я, конечно, подумала: о нет, снова мужчина, будто и без того не почти везде они, ну, хотя бы не белый, а окей. Хотя ладно, это я чё, там вот челы еще с Silent Hill F не отошли. Итак, хоррор будет с видом от первого лица, где нас отправят на остров с паранормальными событиями. У Саймона, ну имя ГГ, будет что-то типа мини-приспособления для выслеживания призраков и еще револьвер. Враги будут реагировать на шум, и, кстати, стелс тут будет играть не последнюю роль. Silent Hill Townfall выйдет на ПК и PS5 в 2026 году. Киану Ривз у нас возвращается в роли Джона Уика в неназванной игре от Cyber Interactive.
Оригинальный сценарий продолжится в игре. В трейлере у нас эпичные бои, перестрелки, что в целом понятно всем, кто знает эту франшизу. Там также, по идее, будет вождение автомобиля. Как раз не так давно у меня в чате интересовались играми на замену рокстаровских, где был бы преступный мир. Так вот, я думаю, тоже это туда вполне себе подойдет. Хотя я сама не интересуюсь ни героем, пускай и видела все фильмы, ни игрой с очередным боевым чувачком. Ну, кому зайдет, тем зайдет, собственно. Даты выхода пока нет, даже примерной, но выйти игра должна на ПК, PlayStation 5 и Xbox. Создатели серии Hitman показали на шоу новый сюжетный трейлер 007 First Flight. Игра расскажет историю становления молодого Джеймса Бонда и его путь к получению статуса агента 007. Релиз состоится 27 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox. Далее 2D экшен-игра с элементами исследований и мрачной готической атмосферой Castlevania Belmont's Curse. Metroidvania, созданная Konami к 40-летию франшизы. Действие произойдет в Париже 1499 года. И, наконец-то, наследницей Бельмонта станет женщина. Основным оружием будет у нее кнут, хотя также и другие варианты появятся там. Им же она будет пользоваться и для перемещения по карте. И если игра показалась вам смутно знакомым стилем, то да, разработкой занимаются студии, которые раньше трудились над небезызвестной Dead Cells. Релиз намечен на этот год на ПК, PlayStation 5, Xbox и Switch. Legacy of Kain Ascendance называется очередной проект, показанный на State of Play 2026. Про этот 2D экшен-платформер в ретро-стиле про вампиров со сражениями пока известно не так много, но релиз будет 31 марта на ПК, PlayStation 5, Xbox и Switch. Новый трейлер получила Big Walk, анонсированная впервые еще в 2023 году. Это кооперативная игра, рассчитанная на командную работу. И я не знаю почему, но в последнее время именно такого типа многопользовательские игры будто выстреливают сильнее обычного. Может, я ошибаюсь. Anyway, тут мы отправляемся в исследование открытого мира с испытаниями и головоломками. Выйдет она в этом году на ПК и PlayStation 5. Также на релизе она попадет в библиотеку по подпискам на PlayStation Plus. Научная экшен-адвенчура от третьего лица под названием Сарас также получила новый геймплейный трейлер. Действие развернется на планете Каркоса, захваченной затмением. Или Каркаса? Не знаю. Главный герой Арджун отправится исследовать погибшую колонию. Там обещают динамичные бои, систему развития ГГ, разные биомы и врагов, которые становятся опаснее по мере прохождения игры. Выйдет она 30 апреля эксклюзивом для PlayStation 5. А теперь, любители Кратоса, а я, мальчики, знаю, как вы обожаете его облизывать. Так вот, возрадуйтесь. God of War Trilogy Remake анонсировали на State of Play. Ремейк классической трилогии находится на ранней стадии разработки. И актер Кратоса, кстати, вернется к этому же герою. Никаких подробностей по дате и платформам пока нет, кроме самой PlayStation, конечно. Но что еще подготовили, это игру God of War Sons of Sparta, которая расскажет историю юного Кратоса и его брата Деймоса в 2D-платформерном стиле. Она релизнулась на PlayStation 5 сразу во время показа на State of Play. Что смешно, данный спин-офф видео у себя на ютубе раскритиковал сам создатель оригинальной God of War Дэвид Яффе. Он сказал что-то типа: «Это именно то, что я всегда хотел увидеть. God of War в жанре 2D. Но на мой взгляд я говорил не об этом. Я купил эту игру за $30, она мне не нравится, я ее не рекомендую». Все его слова вы можете найти в его ролике или прочитать на скринах, что я показываю, потому что все это читать, наверное, смысла мне нет. Сама суть в том, что челу игра не понравилась, как мы поняли, что она просто якобы норм, но не то, что требуется, не то, что нужно. Мол, они использовали известное имя как бренд, но не передали его суть и его сущность должным образом. Что ж, I feel like ill about it. И в целом про Кратоса, но кому-то, возможно, и это понравится. Что лично мне понравилось, это новый геймплей-трейлер игры про осьминога. Адвенчура-платформер буквально даст нам возможность побыть маленьким милым октопусом в игре Darwin's Paradox. Проект представляет из себя смесь платформера, приключения и головоломки, где мы за милое существо будем ползать по красочному миру, прятаться, решать загадочки, смотреть на развитие сюжета. В Steam уже есть демо-версия игры, если кому интересно. И этот инди-проект запланирован на 2 апреля. Жаль, конечно, что не на 1, потому что довольно забавно было бы. Выйдет она на ПК, PlayStation 5, Xbox и Nintendo. Про State of Play мы с вами пока закончим, потом разве что я еще упомяну про некоторые дополнения к играм, что там показали. А теперь давайте приступим еще к другим анонсам.
Осьминогом мы не ограничимся сегодня в плане живности и животинок, потому что также хочу упомянуть про милое приключение кабанчики, которое также выйдет в этом году. По информации разработчицы и разработчиков, до конца марта на ПК, PlayStation 5 и Xbox. Adorable Adventures будет игрой про милого зверька Бориса. Управляясь его обонянием, мы будем искать его семью. Виды в игре очень яркие и красивые, так как вдохновлялись они национальным парком Саванны во Франции. В игре также будут дополнительные задания, а затестить ее вы можете прямо сейчас в Steam в демо-версии, у которой аж 93% положительных отзывов. И что меня удивило и порадовало, потому что я люблю и жанр, и первые части игры, это анонс третьей Layers of Fear. Bloober Team выпустили тизер, в котором некий мужчина читает стихотворение Уильяма Блейка «The Sea Crows». Там мы видим картину с женщиной, затем мелькает картина с неким, предположительно страшным существом, после чего она падает. Чтец говорит, что не стоит бояться его какого-то друга, который еще не привык к загробной жизни. Потом мужчина отвлекается на будильник про ланч и, уходя из комнаты, переворачивает песочные часы. Ни даты релиза, ни платформы пока нет, но есть слоган, который гласит: «Некоторые вещи никогда не покидают стены, они лишь учатся ждать». Кстати, у меня на втором канале с летсплеями давно уже есть прохождение первой части, девочки. Я ни на что не намекаю, но... Из дополнений, обновлений и улучшений в играх не очень густо, но снова вернемся к теме State of Play ненадолго. Там показали новое дополнение Ghost of Yotei Legends для всех, у кого есть сама Ghost of Yotei. Добавит оно сетевой режим совершенно бесплатно, до 4 играющих смогут вместе побиться против сложных врагов, а станет доступно дополнение в патче 1.5, которое будет 10 марта эксклюзивом для PS5, очевидно. Также атмосферный платформер Нева получит дополнение «Пролог». Очевидно из названия, DLC покажет события до основной игры про девушку Альбу и ее мохнатого компаньона. Релиз «Пролога» будет уже совсем скоро, 19 февраля. Что касается кино и мультадаптаций по играм, наверное, уже многие знают, что Baldur's Gate 3 планируют сделать сериалом. Я сама, как вы знаете, дико обожаю БГшечку, и еще давно, чуть ли не на выходе игры, я думала о том, как классно было бы, если бы оно получило какую-нибудь мультипликацию в 3D. Ну, я лично очень хотела, чтобы это было именно в такой графике, в такой стилистике, в 3D-шной, чтобы это было в той графике, что нам показывали в начальном синематике в самой игре, где мы видели Элитидов, Наутилоид, Лайзельку. И я лично думаю, что это было бы мега классно и круто, и намного-намного легче, чем фильм с реальными людьми, потому как многим, я уверена, это не понравится. Это, во-первых. Во-вторых, это будто бы намного тяжелее и затратнее сделать именно с реальными людьми в реальном мире, чем сделать это просто в 3D. Итак, HBO и один из шоураннеров The Last of Us, Крейг Мэндин, возьмется за адаптацию. К большому сожалению, сами Лариан там участвовать вряд ли будут, но, как сказал Свен Винки, им уже предложили пообщаться об этом и выразить свои мысли. В сериале, по данной информации, пересказывать сюжет игры не будут, но там будут события после финала. Что, кстати, довольно спорный момент, потому что они вообще планируют взять за финал, для финала. Ведь в игре себе концовку каждая выбирает самостоятельно. И будет ли там Таф или Дарк Урдж, и будут ли показаны отношения между ГГшками или с кем-либо из ГГшек, кто и как вообще решит каноничность самой концовки игры. Я действительно очень хочу больше игр, фильмов и мультиков по D&D, по этой вселенной, потому что это безумно интересно и классно, и мне кажется, что их нужно больше, я хочу их больше. Лишь бы просто все это показали адекватно и круто. Я бы очень хотела. Я была бы рада, я была бы не против. Кстати, сам Мэйзин упоминал, что провел почти 1000 часов в БГ и прошел ее на доблести. Я вот тоже прошла ее на доблести не один раз, и тоже у меня почти 1К часов в ней, я планирую хотя бы 2, но ладно. Ну, возьмете меня, пожалуйста. Just saying. Угадайте, кстати, кто снова и почти мгновенно успели ущемиться. Мужчинки тут же начали клепать недомемы с Беллой Рамзи, вставляя ее лицо на место ГГшек в БГ-3. Хотя тут это буквально бессмысленно, тут так буквально натянуто до такой жути за уши, потому что она даже не имеет никакой связи с этим, вообще никакой. Таким же образом, вместо бомбежки на создателей The Last of Us, они продолжают цепляться к Белле до сих пор, просто все это время. А с того момента, когда вышла The Last of Us 2, прошло уже, немало все-таки месяцев. И я как-то не удивлена, что очередной раз говно льется именно на женщин. И просто я решила еще раз это упомянуть, потому что не первый раз я говорю о том, сколько говна Рамзи претерпела, как ее захейтили буквально ни за что. Просто за факт ее существования и за то, что у нее какая-то не такая внешность, как кому-то хотелось бы. За то, что она просто актриса и просто пошла и играет роль, которую ей предложили. И кажется, они никак не могут отпустить эту ситуацию. Я подозреваю, что, как часто это бывает,
данный сомнительный юмор останется с нами еще надолго. Либо пока они не найдут себе новую жертву, либо... Я не знаю, мне кажется, они действительно могут годами хихикать с этого и, типа, точно так же, как они делают с шутками про симулятор кухни и женщин. Да, мы поняли, да, мы можем играть только в кухню, пока. Придумайте что-то еще, пожалуйста. Нам так надоело, давайте я вам придумаю. Ладно, тут мне больше сказать нечего. Если интересно, можете вон мой старый видосик глянуть. И в итоге к киноадаптации Baldur's Gate 3 сейчас я сама отношусь скорее нейтрально. Хотя и, снова же, хотелось бы видеть лично мне немного другой формат адаптации. Но я хз. Вдруг и такой получится. Вдруг, кто знает, вдруг реально получится классно. Можете написать, что вы думаете об этом. Какие у вас мысли, какие желания или нежелание. Из прочих новостей в индустрии это в бете Steam разрешили прикреплять характеристики ПК к отзывам. В целом это вполне хорошая штука, потому что часто было такое, что у кого-то игра плохая, очевидно, они оставляют негативный отзыв, а там дело все не в игре, а в том, что железо у них из говна и палок. Само собой, не всегда так, но случай не единичный. При желании геймерши также смогут докинуть конфигурации своего ПК и в уже опубликованные рецензии, а не только в новые. Нововведение должно упростить понимание того, почему у кого-то могут возникать проблемы с производительностью, а также позволить прикинуть, как на похожих параметрах ПК будет работать та или иная игра. По фестам и распродажам у нас сейчас длится Bethesda Lunar New Year Sale, где игры от них можно купить со скидкой до минус 75%. Будет действительно она до 23 февраля. Также распродажа франшизы Dark Souls скидки до минус 50% продлится до 26 числа. До 26 числа также распродажа от Capcom, где можно найти даже минус 75% скидки. И Electronic Arts тоже распродают игры до 25 числа по скидкам до минус 75%. Из скандалов и ссор в индустрии хочу отдельно упомянуть про Overwatch. Хотя я уже и говорила об этом в телеграм-канале, но пофиг, это стоит того. Долго мусолить не буду, но суть в том, что при добавлении новых женщин в игру, не то чтобы там старые были хорошие и все норм, ладно, все больше людей начали говорить про то, что лица у женщин в игре просто шаблонные, абсолютно одинаковые для всех. Они стали подставлять лица и волосы там, мейк, вот это все под модельки, чтобы показать, насколько они реально похожи. Синдром одинаковых лиц в коем-то веке начали обсуждать все больше, и чему я очень рада. Вследствие Близы согласились изменить лицо для новой героини Аньчжань, потому как многие развернули целую кампанию с требованиями изменить это, включая, кстати, ее озвучицу. Мы можем заметить, что в тизере и в игре ее лицо — это просто абсолютно разные лица. И сама актриса озвучки прокомментировала это так. «Мне пришлось оплакивать ее в промежутке между тем дизайном, на который я надеялась, и тем дизайном, который в итоге получился, потому что я думаю, в ее комиксе и в ее кинематографическом ролике был создан прецедент. Мы бросим вызов стандартам красоты, которые заполнили и разграбили СМИ в наши дни. Верно? Этот аземповый шик, контурирование носа, самый маленький нос вообще-то. Я думаю, из-за этого прецедента люди, что вполне понятно, чувствуют себя разочарованными. И также у себя в X, бывшем твиттере, она часто репостила арты со своей героиней, особенно вот этот хороший, по-моему, отразил суть всего происходящего. Конечно, мужчины и тут решили высказать свое фе и поделились, мол, вы, фемки, так достали со своим воу, к нам подавай секси-шмекси девочек с неадекватной физикой и с детскими лицами. Тут будто даже уже как-то привычно, я не знаю. Такое ощущение, что без этого уже даже как-то будет, знаешь, пусто. Хотя я бы очень хотела, чтобы у меня было пусто в этом плане. И в целом я там когда-то делала переделки кринжовых дизайнов героинь. Я думаю, вот теперь вернуться с этим сюда уже в новом формате, более развернуто. Плюс у меня появился планшет для рисования, так что да. Как я уже сказала, лицо ее должны изменить вроде как, но насколько и как его изменят, это уже другой вопрос. Ровно как и смысла в этом будет мало, если в целом и в масштабе на них это никак не повлияет, и в дальнейшем будет просто то же самое. Далее я хочу еще немного похихикать с вами, потому что помните новость про киноадаптацию БГ от HBO? Какой-то чел в X выложил пост, мол, это точно будет повесточка, Vogue. И ему на это ответил директор по издательству Larian. Как же я им горжусь в этот момент, серьезно. Он написал ему буквально: мужик, завали ебало. Мне даже добавить нечего, это просто nice. А сейчас рубрика «Минутка игр от женщин» для женщин или с большим женским вкладом. Сегодня хочу показать вам будущую игру Fishbowl, сделанную женщиной и ее помощником из Индии. Рея Гупта — режиссерка, сценаристка, арт-директорка, дизайнерка персонажек. Мужчина же отвечает за композиции, пиксель-арт и программирование. С детства Рея мечтала создавать игры и рассказывать истории, и в разгар пандемии наконец они решили отправиться в это путешествие.
Начинали как новички, не имея никакого опыта в разработке игр вообще, и только посмотрев множество лекций, обучающих материалов и документальных фильмов на эту тему, они начали учиться и создавать свою игру. При этом создание игры это не было их основной работой вплоть до 2023 года. В 2023 году они решили полностью посвятить себя разработке Fishbowl. Вскоре после этого игра была выбрана для участия в проекте Sony India Hero Project. И в целом они имели огромное множество выставок, включая Women-led Games и даже номинации. Идея игры Fishbowl во многом вдохновлена их состоянием во время пандемии, как они говорили. В это время были размышления о жизни в изоляции, о том, что значит поддерживать близких на расстоянии и заботиться о себе. Таким образом, Fishbowl — это теплая и уютная история жизни в как раз изоляции, про укрепление по дружбе и понимание горя. Игра, как по мне, довольно трогательная, с милой пиксельной графикой и уютной атмосферой. Там 21-летняя Алла устраивается на свою первую работу в новом городе и, живя одна, переживает потерю бабушки. Кстати, я думаю, что эта игра подошла бы в одну из моих игровых подборок про игры, связанные с потерей. Выбор, который делает героиня каждый день, пытаясь разобраться в жизни, приведет к уникальному путешествию. В аквариуме нет правильных и неправильных концовок. Там нам предстоит вести видеозвонки с разнообразными персонажками, в разветвленных диалогах работать из дома, открывать воспоминания, решать головоломки и заботиться о себе. Проект, кстати, был поддержан международным издателем Wholesome Games Presents с известным вниманием к трогательным и социально значимым инди-произведениям. Сама игра у нас получается про чувства, воспоминания и выборы, что делает ее отличным примером инклюзивной и чувствительной части геймдева, которого мне лично порой очень не хватает. Выйдет она уже в этом году, в апреле, на ПК и PlayStation 5. Наверное, на этой доброй ноте в мире токсичного геймдева нам и стоит закончить. Кстати, я хотела спросить, нормально ли, что есть звук на фоне с трейлеров, или мне его убрать, потому что я до сих пор не могу решить, честно, как мне нравится больше, вообще без звука на фоне или с ним. И на этом все, твинчата. Если вам зашло, подписывайтесь, ставьте лайки. Если нет, то тоже нормально. Всем пока.